Русские места во Франции. В современном мире многие люди любят путешествовать. Франция является одним из самых популярных направлений в туризме. Многие хотят увидеть именно столицу Франции, один из красивейших городов мира – Париж. Там находится большое количество достопримечательностей, которые могут заинтересовать даже самых искушенных туристов. Но далеко не все знают, что в Париже есть много русских названий. Например, мост Александра III, одного из самых красивых сооружений Парижа, заложенного в 1896 году Николаем II в честь ознаменования Франко-Русского союза. Его построили за 4 года и торжественно открыли перед Всемирной Парижской выставкой. Недалеко от Елисейских полей и Триумфальной арки есть две тихие улочки – улица Невы и улица Петра Великого. Как мы знаем, Петр I посещал Париж и восхищался его архитектурой. Рядом возвышается кафедральный собор Александра Невского, единственный православный храм Парижа. Он был возведен в середине XIX века и освящен в 1861 году. В этом соборе отпевали Тургенева, Шаляпина, Бунина, Тарковского, Окуджаву и многих других русских деятелей культуры и искусства. В 1918 году Пабло Пикассо венчался тут с русской балериной Ольгой Хохловой. Улица Москва в Париже всего 400 метров. Названа в честь сражения на Москве-реке между русской и французской армиями 7 сентября 1812 года. Недалеко от нее, в том же 8-м центральном округе, расположилась улица Санкт-Петербурга, менявшая название вместе с городом, в честь которого она названа – Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. Есть в Париже бульвар Севастополь и улица Севастополь, открытые 5 апреля 1858 года. В Париже даже есть станция метро «Сталинград», которая расположена на площади Сталинградской битвы. Сразу понятно, что площадь так названа в честь героической обороны Сталинграда во время Великой Отечественной войны. Построена она была в 1942 году, а нынешнее название получила в 1946 году. Район Пасси был в начале прошлого века центром русской жизни Парижа. Селились здесь россияне и до революции. А уж что началось после? Кажется, первая волна эмиграции остановилась именно на этом высоком берегу Сены, почти напротив Эйфелевой башни. Бунин и Тэффи, Куприн и Керенский, Мережковский с Гиппиус, Алексей Толстой, Набоков. Да разве всех упомнишь? И называлось это в то время «жить в Пассях». Достаточно современный городской пейзаж Пассий весьма разнообразили 4 классические российские деревянные избы. Улица Авеню Малахов названа в память о взятии Малахова кургана в Севастополе во время Крымской войны. Название Малахов принадлежало крепости около Севастополя. Улица появилась в Париже в 1854 году. В Париже есть также много мест, связанных с русскими писателями, композиторами и другими деятелями искусства. Площадь имени Стравинского получила свое название 21 ноября 1979 года. Великий композитор жил в Париже. Во время русских сезонов Сергея Дягилева и после них в Гранд-Опера были поставлены его произведения «Весна священная», «Свадьба». Памятник Александру Сергеевичу Пушкину был открыт к 200-летию со дня рождения поэта. Он никогда не жил в Париже, но прекрасно говорил по-французски. И даже во время учебы в Царскосельском лицее его прозвали французом. Мемориальная доска Гоголю висит на доме в Париже, в котором поэт жил с ноября 1836 года по февраль 1837 года. Консерватория Рахманинова основана в 1923 году эмигрантами-музыкантами, бежавшими от Октябрьской революции 1917 года. В Латинском квартале находится библиотека имени Ивана Сергеевича Тургенева, основанная в 1875 году самим писателем при поддержке Полины Виардо. Известно, что Тургенев долгое время жил в Париже и очень любил этот город. Вся политическая эмиграция посещала эту библиотеку, например, Ленин, Бакунин. После революции туда поступили вывезенные из России книги, документы, письма, дневники, а также книги и журналы, издаваемые в эмиграции. Кладбище Сен-Женевье-де-Буа находится в одном из парижских пригородов.
Его называют русским кладбищем, потому что здесь похоронены многие русские эмигранты. Например, Иван Бунин, Александр Галич, Андрей Тарковский, Альберт Бенуа, Зинаида Гиппиус и многие другие. Здесь же в 1939 году был построен православный храм Успенская церковь. Спасибо за внимание. Поддержите канал лайком или подпиской.